ты знаешь, что такое Инуяша мультфильм? Нет, я в мультфильмах вообще не разбираюсь. А ну погоди. Ну погоди, я знаю, конечно. Ты видала хоть одну новую серию? Нет. Я уже давно не смотрю телевизор. Не до конца ухо. Самолет, что ли? Да. Правда веришь в Бога, честно? Да. А давно? Давно. Настя, подойди, мне нужна, Настя. Ты смела. Нет. Пожалуйста, погуляй минут 10, ну честно. А то я так гулять не смогу. Хорошо. Хулиганка, да? А есть кого-то, кого ты не любишь? Нету. Почему? Не знаю. Потому что всех люблю. Одна из... А вот этот у тебя шрам откуда? От отца, не родного. Как это? Ну, не родной отец был. И что он сделал? Он когда ворвался, у нас была уже Надя давно. Ну, сестренка. А Надя плакала. Он говорит, успокойте ее. Мы не смогли успокоить, Илюшу успокоил. Он от горячий, который на горячий, который ставить. Сковородка? Он ее взял, кинул, и мне попало сюда. Кровь текла? Да. Да. Нам на обед. Иди. Иду! Вон коробочка вся. Ага. Потом заходите. Хорошо. Хорошо? Моя подруга, которая ездит волонтером в детский интернат, однажды взяла меня с собой. Это было первый раз в моей жизни. Второй раз мы уже ехали с моей съемочной группой снимать об этом интернате фильм. Когда мы получали разрешение на съемки в администрации Коломенского района, меня с настороженностью спросили: собираетесь снимать обшарпанные углы и грязь? Я говорю: нет, что вы, это меня совершенно не интересует. А что же вас тогда интересует? Чиновники были поражены. Меня интересует, что думают и чувствуют дети, что у них на душе. Души детей? Переспросили меня. И с явным облегчением продолжили: снимайте на здоровье. И подписали мои бумаги. Дети поначалу к нам относятся несколько настороженно, но любопытство побеждает, и мы потихоньку с ними знакомимся. Выступать, петь, танцевать. И вот мой талант так и раскрывается. Мои одноклассники меня бьют. Знаешь, мне кажется, что, Тём, ты артист, мне кажется. Да. Песенки пою. Какие песни? Максим, Чумачича, я иду такая вся вот это. Я просто еще не готова, потому что я хочу доучиться, а потом уже о мальчиках думать. Не любишь, когда тебя бьют. Не любишь, когда... Вот это слово, вот бить, я ненавижу. Нет, лучше его не произноси. Мне это коротко я могу сказать, что это слово меня бесит. Бесит. Понимаешь? Соня, подошла сюда. А теперь, молодой человек, покажите, как вы так же хорошо чистите брюки. Я сейчас расскажу. Расскажи. Она не ест. Да, она хочет быть супермоделью. Потому что они худые И все? Это единственный плюс? и высокие. А еще плюсы есть? Нет. Угощайся. Не, я не ем, спасибо. 0,20. Угощайся. Я не ем сладкое. Ждешь? 0,20. 9833. А это крысы или хомят? Это крыса? Это сладкое можно? Ой. Я замечаю, что интернат живет зажиточно. Дети одеты, обуты, накормлены на совесть. Меня это удивляет.
Стереотипно казалось, что обшарпанные углы, о которых говорили в коломенской администрации, должны были быть. И голодные глаза, и что-то такое еще, что всплывает ассоциативно со словом «интернат». Все условия есть. Здесь 2 столярные мастерские, 2 слесарные, швейные, бассейн недостроенный. Слушайте, какое прекрасное здание. Да, лыжные базы. Прям берешь, дверь открываешь и на лыжах покатил. Моя основная задача, чтобы дети были обуты, одеты, накормлены. Это материальная задача. Быть им другом, в конце концов, отцом, матерью. Я им часто говорю, в интернате у вас и мама, и папа, и я. Кем ты хочешь стать? В десанте отслужить. Мечта твоя? Спецназ то же самое, только немного посложнее. А дальнобойщиком я люблю КамАЗ большой водить, нравится. А тебя такие прикольные профессии манят? Но мне только такие нравятся. А чем они тебе нравятся? Они мужские? Следующее движение сюда. Остаемся. Даже в прыжке нельзя сделать это. Когда у меня был день рождения, мать никуда не уходила. А почему она отказалась от тебя? Не знаю, Она хорошая мама? нормально. Но тебя же забрали? Она водку пила. Они же иногда кричат: вот интернат, нам надоел, там, да? А мы говорим: ну а что делать? Здорово! А не надо так сильно. Ты меня уже задушил. Пошли! Тоже с ним. Немножко. На запись надо нажать. Ну, а почему ты сюда попала? Не знаю. Директор рассказал мне, что семья Насти – это семья потомственных алкоголиков. Но почему-то у них рождаются очень красивые дети. Настю и ее сестру привел за руку в интернат старший брат. Он, тоже еще подросток, видя все то, что творилось дома, сбежал и увел сестер, чтобы их буквально спасти. Ну хорошо, вот ты знакомилась с младшим крылом, но ты же, правда, дружишь там не со всеми, а с кем? Со всеми я там дружу. Прям со всеми так не бывает. Бывает, со всеми там дружу. Ну, конечно, кроме одной. А, кем я хочу стать, это врачом. Врачом, чтобы вылечить маму. Кто твои родные? Кого ты любишь больше всех? Бабушку. Как бы ты думаешь, ты жил, если бы ты сюда не попал? Так же был. Жил, как и тогда жил. Но это же не самая лучшая жизнь, правда? Мамы все время нет. И что, я бы к крестному поехал, с крестным бы жил. Я бы бабушку с собой взял и все, и поехал бы. Пусть она там, где хочется, ходит, а я с крестным бы был. Я понимаю, что каким бы хорошим ни был интернат, он закрытый. Дети не могут выйти за забор по собственной воле. И Сашка не сможет на минутку забежать домой и навестить бабушку. Хотя территориально это совсем близко от Калычева. Сегодня день учителя! Учителя – источник славных дел. Оружие – белый мел, указка, тряпка и доска. Прощайте, скука и тоска. Воспитатель меня довел, я такой. Довел, чуть ли меня вообще, меня чуть ли она не бесит. Прям довел вот такой. У всех родителей есть. Да вы домой поедете, а я здесь останусь, еще мне тут долго будет. Да, я домой поеду, отработаю, поеду. Ты здесь будешь. Такой. Я вам еще припомню. Вам говорят такие вещи, воспитатели? Да, в душе вот кирпичи как бы булдыжников навалили. После этого случая? Да, у меня сердце быстро биться начало.
Что тяжело было. Сашка с трудом переносит интернатовскую несвободу. И единственное, что его поддерживает здесь, это его мечта. Он хочет быть десантником больше всего на свете. Ты когда выпустишься отсюда, у вас же только в ПТУ можно пойти учиться, нам десантников не учат. Кем ты будешь? Десантником. А по здоровью ты пройдешь? Пройду. А скажи, вот у вас табличка, что это дом-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Что это значит? Я что-то так и не видел. А вот прямо возле входа висит. Не знаю, что это значит. Но Сашка не будет десантником, а Настя не станет врачом и не вылечит маму. У них у всех неофициальный диагноз олигофрения в степени дебильности. То есть они все олигофрены. Степень дебильности у них очень маленькая, поэтому они, в общем-то, обучаемы. Вы же знаете, что у нас в Калычевской специальная коррекционная школа-интернат для умственно отсталых детей. То есть дети у нас с умственной отсталостью. У них очень объединенная эмоциональная сфера. И мы много работаем. Это их, как сказать, как симптом их заболевания. О, у меня на пальце. Ай, как больно клюет. Ай, ты что, вообще так? У тебя как со здоровьем? Хорошо. Тогда почему там такая табличка, что вы дети с ограниченными возможностями здоровья? У меня лично плохого ничего нет, у меня все хорошее. Кровь вот сколько раз я сдал хорошую кровь. Потом сколько я раз анализы проходил, у меня все хорошее. У меня даже по сердцу диаграмма хорошая. Когда смотришь и слушаешь этих детей, начинаешь не верить своим глазам и ушам. Они же совершенно обычные, смышленые, способные. Как это они дебилы? Ведь не могут же нормальных детей взрослые люди, профессионалы записать в олигофрены. У них задержка в развитии у всех. У всех. А ведь так со стороны совершенно не скажешь. То есть есть какое-то количество детей, но совершенно ну, правда, они уже не совсем дети, скорее уже подростки. На мой взгляд, вот Даша Киселева или Сережа Чуйков, мне кажется, совершенно головастые дети такие. Да. Ты читаешь «Войну и мир». Ну да. Ну, на каком ты месте сейчас? Я только на второй части первого тома. Только я знаю, у Балконского есть жена. Угу. Она беременна. Они в основном читают такие смешные доступные рассказы про детей, про их ровесников. Они любят читать про животных и сказки. Они с повестями, романами и поэмами, конечно, не справляются. Мы им не предлагаем и не даем. А кто тебе посоветовал читать «Войну и мир»? Сама. Ничего страшного, у меня падало раз в 200. Дети в интернате, как и все дети на свете, торчат в социальных сетях. Они выходят в интернет с мобильников, подгружают фотографии. В компьютерном классе интерната, когда что-то ломается, дети это сами чинят. А он точно работал? Да, там его применение была, Яська была. Взрослые не могут ни мне, ни себе объяснить, как это сочетается с умственной отсталостью. И с компьютерами они прям очень даже шустро все у них получается. Схватывают. Я говорю, это даже как-то не поймешь. Непонятно это. Заметил, что дети больные-то нет. Они не такие, как мы. Они не такие, как мы. С этой мыслью воспитатели и учителя интерната каждый день идут на работу. А дети даже не догадываются, что их считают умственно отсталыми. От них скрыли, как это повлияет на их будущее и уже влияет на настоящее. И поэтому дети, и Настя, и Сашка, и все остальные мечтают стать в жизни кем-то важным и интересным. Ну, я вообще хотела пойти на дрессировщика. На дрессировщика? На дрессировщика кого? Дельфина, потому что мне очень дельфин нравится. Даша Киселева. Большой талант, да? Ну давай. Ну что, не талант, что ли?
Ну да, я же хочу стать дизайнером. Дети в интернате Большое Калычево ходят в школу и не знают, что их программа тоже особенная. И что те науки, которые великовозрастные калычевские парни и девушки проходят в своем выпускном 9-м, в обычной школе учат в 4 классе. Я сейчас о любви вообще не думаю. Мне сейчас на уме только стихи какие-нибудь, которые надо выучить. Потом таблицу умножения, какие-то формулы. Вы таблицу умножения учите? Да. А здесь специальная программа. Здесь специальная программа, и она, в общем-то, знаете, такая легкая программа. Там получается, что они проходят, потому что у нас нет ни английского, ни химии, нет. После интерната ученики могут поступить в один из 3 ПТУ. И даже после их окончания дороги во врачи и дизайнеры для них не откроются. К этому моменту у них будет, дай бог, 7 классов обычной школы. И это решено за Сашку, и за Настю, и за всех остальных еще в их 1 классе. В итоге из ПТУ у них есть аттестат среднего образования? Нет. В момент окончания ПТУ? Нет. В момент окончания ПТУ у них аттестата о среднем образовании нет. То есть они не знают, что такое физика, что такое химия. Но это, конечно, отличается их образование от среднего, ну, как небо от земли, понимаете? Конечно, они не могут поступить, не поступают никогда, и этого и не будет. Ни в среднее, это крайне редко, ни, разумеется, высшее учебное заведение. Но не могут же быть все учеными. Вот маляры нужны, штукатуры нужны, обувщик, лесник. Да, встали все за рабочее место, одели халаты быстро. Чтобы водить уметь, нужно научиться. А я же тебе сказала, в автошколу не возьмут. А как что взяли? Тем более я в армию хочу. В армию тоже не возьмут, если стоишь на учете. Но есть правила, знаешь, нельзя, чтобы люди, у которых проблемы с психикой, водили машину. Может быть, у тебя их нет проблем. Но есть такая ерунда, учет. Стоишь на учете, справку не дадут, ну, то есть права не дадут. А если меня водитель будет учить, я сбегу от тебя. Не будет. Знаешь, Саш, ты не будешь. Денег возьму, сбегу. Система закрытых коррекционных интернатов – это советское изобретение. С небольшими коррективами в Калычево все устроено совершенно так же, как и 40 лет назад. Это мне не раз подтверждали педагоги. Система интернатов пережила все исторические катаклизмы, как будто ее обошел ледник, и сохранила неизменными черты тюрьмы и казармы. Смена. Чечен. Здесь. Класс, направо. Мяч жареный на площадку, шагу марш. И я ищу ответ на свои вопросы. Как дети с обычным уровнем развития оказываются в интернате для умственно отсталых? И почему взрослые, которые с ними работают, этого не замечают? Оказалось, что еще 20 лет назад ученые из лаборатории медицинской психологии НИИ психиатрии изучали выпускников таких школ-интернатов. 2/3 оказались совершенно нормальными. Нет, все дети больные. В общем-то, и статистика, если что, ведется у нас, я могу просто четко сказать. Всего воспитанников 76 человек. Взрослые в интернате – солдаты тоталитарной системы. Уже нет тех генералов, которые все придумали и отдали приказ. А они стоят 40 лет на посту, охраняя периметр интерната от внешнего мира, а детей от большинства человеческих прав и свобод. В Калычевском интернате я 14-й год работаю. Да, в интернате работаю 25 лет. А вот вы сколько уже работаете сами? Вообще с этими детьми 30. Я работаю здесь с 72-го года. Как давно? Так давно. Я думаю, что педагоги и воспитатели, по-моему, просто не могут подвергать сомнению систему, которая дает им, возможно, единственное рабочее место, которое их кормит и которое большое государство считает верной. Ведь солдаты не сомневаются. Ребенок по всем документам идет как больной. Это развитие мышления. У них нарушена психика. Есть еще некоторые с психопатоподобным поведением. Я наблюдаю этих детей 72-го года.
И могу сказать, что наша медицина как раз-таки в этой области достигла, ну, наверное, мировых результатов. Наша медицина, хвала ей, она в этих детях не ошибается. Я представляю себя на месте Сашки или Насти. Вот я – это они. Я живу так, как они. Что я чувствую? Я точно знаю, что меня нельзя лишать права выбора. Меня нельзя лишать свободы. Нельзя плюнуть на мои способности и заставить меня шить на машинке Зингер, если я захочу стать врачом. А если меня еще поместить в условия, где все будут считать меня олигофреном, и все вокруг будут в это верить? Тогда я буду ненавидеть все вокруг, не смогу смириться и подстроиться, и во мне будет просто кипеть протест. Я не люблю этот режим. Скажи, это правда, что все дети в интернатах, в детских домах хотят, чтобы их забрали в семью? Это самая большая мечта. Наверное. А ты? Я уже меня до такой степени, по приютам ездил. Я говорю, да я лучше бы, к приемам родителям пошел бы. Принял бы их за своих, за родных, и все. Она хочет стать популярной. 3 года назад Настю должны были удочерить. Настю стали отпускать погулять с будущими родителями в город. Все на нее смотрели с завистью. И тут будущим родителям отказали в усыновлении органы опеки. И Настя осталась жить в интернате. Сама она об этой истории никогда не говорит, как будто ее и не было. И о том, что Настя чувствует по этому поводу, нельзя догадаться. Когда воспитатель попыталась рассказать нам какие-то детали, Настя запротестовала. Сказали, да она возле нас всю жизнь свою. Настя, ну как тебе не стыдно? Поэтому семья у Насти будет только когда она вырастет, станет врачом и придет помогать родной маме. Так она себе это представляет. А мама болеет? Да. А что с ней? У нее ноги отказали. Ага. А где она сейчас? Дома. Но Насте не сообщили одну крайне важную вещь. От детей в интернате почему-то скрывают все самое главное в их жизни. У Насти Морской то же самое. Мама умерла. Ну, в общем, я не знаю, у них практически... А папа есть у Лоскова? И тут воспитательница рассказывает мне, что именно он и убил Настину маму. Голос воспитательницы разносится по всему коридору. А в это время Настя стоит за своей дверью и слушает все, что говорят о ней. Нас папа маму не убивал. Не верьте. Папа маму не убивал. Про это она и не говорила вам. К сожалению, то, что подслушала Настя, правда. И мамы ее уже нет. Просто ей об этом не сказали. Чем врачом? Маму вылечить. Мама родное лицо, любящий нежный взгляд, узенькое крыльцо, розовый вися. А мама? Ты ее часто вспоминаешь? Вообще не вспоминаю. А вот сейчас мы говорим о ней. Ну, сейчас Тебе не нравится о ней разговаривать? Вам не кажется, что они переживают серьезную психологическую травму, травму потери? И, как мне кажется, им необходима помощь психотерапевта. Психотерапевта? Ну, психотерапевт или вот психологическая работа на тему потери родителей. Вот это вот. Потери родителей? То есть, чтобы они осознавали, что у них нет родителей? Ну, я не знаю, ну как-то вот чтобы... Они к этому спокойно относятся. А почему? Загадка. Спокойно. Ну, нет родителей, нет. Мама кем работала? Она, когда я жил с ней, она работала
на поездах. Потом к ней пришли, и она написала, бумагу дали, а она даже не прочитала. Это отказ она подписала, и меня забрали в приют. Период переживания очень короткий, скажем так. Вот, так что спокойно относится. Когда я узнал, что она отказ написала, все, тогда я ее вообще любить не начал. Я до такой степени, когда я узнал вообще об этом, я до такой степени разозлился, что я прям убить ее хотел. Вообще вот прям сбежать откуда-нибудь. Вот из приюта прям сбежать, прям нож воткнуть в глотку. Ну, это что-то внутри противной сути человеческой, когда ты такое видишь. Я даже не знаю, как это еще сказать. Она что-то выворачивает, и мне плохо от того, что такое есть. Ну, очень плохо. ответить, что ты должна сделать? Просто прочитать. Нет. Ты должна найти ответы где? В темах, которые ты уже учила. Идет она на север, и выходит она не из автобуса, а из магазина. Автобус едет, двери закрыты, поэтому выйти из него, Леша, никто не может. Ты мне лучше скажи, куда едет автобус. На север. Автобус едет на север. Вы хорошо учились, самой будем стараться хорошо вас учить, чтобы вы выросли большие, сильные. И в конце концов, я всегда говорю, чтобы ваши дети никогда не были в интернете, а были у вас дома, чтобы поменьше было таких детей. Правую ногу поставьте на красный. Я знаю, их тоже в стакане сломал. Мартышка, мартышка. Поставьте правую руку на синий. Будьте другом. Правая рука на желтый. А он что, проиграл, да? Да. До меня не дошло, как Захар проиграл, если честно. Серьезная семейная история, очень серьезная. Вот у мамы, например, мама у Леши Мещерякова.
Она убила, у нее было 2 детей, она убила свекровь свою, посадили на 9, а сидела 7. Лешу она там как-то познакомилась в тюрьме, тоже с кем-то, и вот Леша родился в тюрьме. Потом вот Леша попал к нам сюда, она приехала в 1 классе, он учился, приехала, сказала, что она его заберет. Но с тех пор она родила еще 6. Ох ты! Приезжала вместе с волонтерами, познакомилась с Лешкой. Как его раньше не замечала, не знаю. Очень красивый ребенок и невероятно худой. У тебя муж-то есть? Нет, говорю. И он так смотрит, что, похоже, надо начинать себя ущербно чувствовать. А он тебе нужен вообще-то? Час от часу не легче, думаю. Ну, вообще-то, да, неплохо было бы, говорю. Ну ладно, ты молодая еще совсем, успеешь еще. Ну, а дети тебе нравятся? Еще как, говорю, конечно. А чего не заводишь? Возьми меня тогда. Вот так вот приплыли. Ты ее любишь все-таки? Кого? На маму. Нет. Скорее всего, больше нет. Понятно. И видеть ее тоже, наверное, скорее всего, не желаю. А если она приедет? Ну, мне будет все равно, я после приду к ней, все. Или приду и скажу, уходи, ты мне больше не нужна. Заходим в столовую, бегом. Так, это Василек там к лапкам. Так, это Тума, так. Вот они омлетик несут. Это у них бой. Это у нас болельщик ЦСКА. У вас народ ЦСКА болеет? Да, это наш ЦСКА русский. Это человек охотится за моей икрой. Его мама позвонила ему и сказала, что все же не заберет его. Ей рожать в августе 7-го ребенка и не до Лехи будет. Он сказал: иди к черту, бросил трубку и ушел на речку. Неохота об этом говорить, почему ненавижу ее. Мои друзья и одноклассники знают, а из-за чего. Он ее за то, что она ему обещала вот взять его, забрать отсюда, и не взяла, у него вот это внутри отложилось, и он весь вот в этом напряжении, что вот она рожает, а его не берет. Все остальные дома, а он здесь. Леша даже заявил такое мне, вот сказал: я когда вырасту, я убью свою мать. Вот такие его были слова. Он это может даже сделать, я в этом особо не сомневаюсь. Наши дети из Калычева приезжали в Москву, и мы ходили в зоопарк. Мы с Лехой вгрызаемся в вату. Леха ест ее первый раз в жизни, пришлось купить вторую, не распробовал, хитрюга. А это письмо оказалось в пакете с подарком от Лехи, там была самостоятельно сшитая салфетка. Лехе 12 лет, он учится в 4 классе. Писать их, видимо, не могут научить даже к 12 годам. Меня почему-то страшно покорябало вот это зачеркнутое «хочу, чтобы ты меня взяла домой, пожалуйста». Ехала в машине, читала на светофорах урывками и ревела. Этот тонкий, хитрый, нервный детеныш пробрался мне в душу и прочно там обосновался. Он хватал стул, швырял в ребенка, во взрослого, открыто. У кого угодно. Вот что в руках есть, что швырял. Ночью я открыла глаза и некоторое время смотрела, как скачут по стене белые блики от фонаря за окном. Я лузер и слабак, говорю. Вслед за этим выговариваю, наконец, все, что было внутри. Как я ездила в Калычево, говорила с Лехой, как мне страшно и иногда беспросветно. И искать ему приемную семью оказывается непросто и долго. А он растет, грубеет, будто цементируется, шлифуется и отливается по форме. И я отчаянно хочу разбудить внутри него и общаться с тем нежным и тонким малышом, но отступаю, потому что знаю, что я уеду, а он останется. Побежит весь нараспашку и натолкнется на стену, как не раз было, и закроется, иначе просто не выжить. Я проснулась на мокрой подушке, видимо, в форточку заливался дождь. Привет, 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 чувак, хватит тебе в жопу. Пошли. Да, счастливо. Я давно кисель не пил, можно мне попить? Молись! Раз, два, уши оторвать. Раз, два, Даша Киселева, возьми-ка ты. Даша Киселева, за щеку возьми. Я сейчас не нужно Хреначу этим пакетом, мне вообще там лишь что мне. Спите нет.
Мы очень привыкли к детям. Народу набирается все больше. Уже не всегда хватает автобуса, чтобы поместились все волонтеры. Дети, выскакивая навстречу и все понимая, говорят: еще не привезли Маш Леху. Его еще нет. Лехи нет в интернате. Его увезли. Я киваю, обнимаю их и захожу внутрь. Они ведь совсем ни в чем не виноваты. А где Леха? Мещеряков? Ну, такой он, да, где он? Психушка. А почему? Ну, он как бы, ну, знаешь, он вел себя нормально, да, тихий был. Он не справлялся, да, вот и сказали ему, если последний докладной, то все, поедет. То есть кто-то написал докладную, да? Угу. Ну, то я не знаю. Что там? Там отделение детской психиатрической больницы областной. Ты только учти, что мы сейчас подъедем, и камеру надо убрать совсем. Хорошо. Мы к врачу и к детям, у нас доверенность есть. Мы курируем детей из детского дома, которые в больнице у вас здесь. Ну, уже давно, года 3. Точно? Здравствуй, Алексей. Я машина привезла. Ну там сырки всякие, бананы, сказать, что можно. Сам как? Нормально. Голова болит от этих таблеток. Здесь так все идет, и как бы играют. Здесь спят на полу. На полу спят? Прямо на полу? Да. На полу. А кровать? А это когда мы это, и еще нет отбоя. Там смотрят все. Вот что там телевизор показывают. Я там рисовал деревцу давно, его выставку положили. Потом я все покажу. Может. Такое нормально тут? Плохо. Лучше воды, потому что вода жалует, пацан никак не попил. А можно порисовать еще? Могу. Что-нибудь порисовать, это что? У тебя карандаши есть в альбом? Да, карандаши полностью альбом там. С диагнозом социализированного расстройства поведения. То есть фактически интеллект сохранен, мышление, все сохранено. Ну, какое-то трудное поведение да, там. Вот да, это социализированное расстройство поведения, когда он ведет себя вызывающе, безобразно, и противопоставляет себя и коллективу, и всем. Вот. Если у него интеллект сохранен, тогда пускай он думает и решает сам, как себя вести. И пропускать, и не пропускать учебу. Мне же говорят, за что я сюда приехал. Ну и за что? Туда тоже так же было. Отбираю у ребят хлеб. Еду отбираю. И за это вот сюда? Да. А еще мне говорили, что ты курил. Нет, такого не было ни разу. По хлеб написали, форма. Да, но только я ни разу такого не было, чтобы я мало ли дрался. И матом не ругаешься? Матом я ругаюсь. Ты с Лехой живешь в одной комнате, с Мещеряковым? Да. Угу. А Мещеряков психушки знаешь? Да, я знаю. Его ни за что отправили. За что? Ни за Ну, что? там нет, за просто так. Почему ты говоришь, что ни за что? То есть он был не виноват? Да, на самом деле. Ага. Ну вот какой-то один статик хотел отправить. А за что отправляют? Идешь, попьешь, спиртное тебя отправить. Похости будешь тебя отправить. Если вот куда-то идешь, из территории прям далеко-предалеко. А ты знаешь, да, что за что можно попасть в психушку? Много. За что? Ну, за баловство. За баловство. За какое? Ну, что-то вот с воспитателем, если огрызаешься. Много там есть. И долго там? Бывает 9 месяцев, бывает 2 года. Много. Вот, смотрите. А ребята оттуда возвращаются? Да. И как они? Вовка, вот, Кашков, он вот и побыл в психушке, и приехал в психушке в лагерь. Он разговаривать еще не мог. Он только сейчас, неделю одну научился разговаривать. А что делают в психушке?
уколами колют. Что за уколы? Аминазин, димедрол. Там еще какие-то есть, я не знаю. Потом пичку таблетками, а потом долго надо от них отходить. Есть надо, а? Первое. Парень, ты поешь, не подводи. Желтые таблетки ты видела, которые витаминки называют? А витаминки какие? Аминазин. Аминазин, который тут дают детям, это самое старое психотропное лекарство. Кажется, в Европе его лет 20 как перестали применять из-за токсичности и огромного количества побочных эффектов. А укол колют, чтоб спал. Насильно заставляют, чтобы ты спал. Укол заставляют. Такой Стигов Денисович, он очень старый, такой врач подкованный. У него тут укол 2 раза в день. То есть тут никаких не было там движений, там ситуации, просто заранее. Хоп, во-первых, дети лежат откуда. Интернат сейчас сильный, по полной программе вообще. Там еще сейчас полетят все, потому что на каком основании детей сюда оставляют? Это что такое? А если не слушаешься, то колят в пятку, чтобы нельзя было ходить и только лежать. Я сжимаю его руку, когда он это рассказывает. Сжимаю зубы, сжимаю сердце. А оно стучит и не смиряется с существованием такой жестокости. Здрасте, да. А вы тоже сюда к ним, да? Мы к Владимиру Викторовичу. То есть вот Леша, ну все как кого... волонтеры. Ну, типа того, вот, да. Типа того предупредили нас. Волонтеры вас никого не пускать. Я сейчас уезжаю, а этого парня я вызвал скорую помощь, подозрение на острый живот, я его отправляю сейчас. Кого? Поэтому Мещеряка, Лешку. Мы понимаем, просто он не сказал про температуру, а что у него, аппендицит или что? Не знаю, у него боли сильнейшие в животе. Лучше мы отправим его греха подальше, пускай там уже врачи занимаются, уже опытные. Здесь психиатры, а там, естественно, сами понимаете. А вон Леха. Лех, здорово. Спроси, куда меня отвозят. Я уже спросила, не вопри. Приедешь туда? Не знаю, Лёш, не получится. Ну позвонит, Лех, не волнуйся. А вы гостиницу произвели? Тебе, наверное, тебе ничего нельзя. А, понятно. Пока, Маш. Пока. Пока, Лех. В пятницу позвонила директору детдома и узнала, что Леху не забрали, и он по-прежнему в психушке. Ему там неплохо, уверяю вас. Съездите, посмотрите. Он даже не похудел. Пусть побудет там еще немного, сказал директор. Я положила трубку, и мне захотелось кричать. Когда я так злюсь, я даже плакать не могу. Я чувствую себя Дон Кихотом, который сражается с ветряными мельницами. Уставшим Дон Кихотом с опущенными руками и потухшими глазами. Но я сделаю все, чтобы забрать Леху из этой системы. А какова роль директора интерната? Потому что существует практика отправлять детей в качестве наказания за плохое поведение в психиатрическую больницу. Роль директора основополагающая. Он принимает решение, отправлять либо не отправлять. Возможность такая у него есть. Сразу вам скажу, игра сложная, испытания серьезные. Поэтому готовьтесь, поддерживайте друг друга, надейтесь друг на друга, доверяйте друг другу. Итак, обратите внимание, 5 минут. Где Колька? Кольку в психушку отправили. А меня как разбудили? Меня разбудили, взял, Евгений Васильевич подошел, такой говорит: Настя, вставай. Я говорю: ну что, в психушку? Он говорит: да, в психушку. Взял меня за руки и отвез. Посадили в машину Новикову, Желанову, этого Захара Ананьева и меня. А где, кстати, Настя? Я ее не вижу. Она там, где сейчас я объясняла. Психушки Игрушникова? Опять, что ли? И она не в психушке.
Кочетков. Да? Кочетков его сегодня и этого отправили. И Виталика. Так, значит, на счет 3 я буду считать. На счет 3. На счет 3 слева. Пойдем на... Ну, кто слева? Слева. Слева у вас он. Все? Я так это не оставлю. Советуюсь, общаюсь с врачами и юристами, пишу письма. Надо менять систему в целом, чтобы у директоров сиротских учреждений не было возможности вот так запросто отправлять детей в психбольницы. При этом надо предложить какую-то грамотную альтернативу этой тяжелой ситуации. Кто ты? На что намекаешь? Я только во вторник приехал. Меня в пятницу выписали, во вторник я сюда приехал. По-моему, тебя вообще там могли достаточно долго держать. У меня такое чувство. А вот мне очень удивительно, почему тебя так быстро отпустили. Ну, после операции, мне в 11 там никого после операции не держат, сразу выкидывают. То есть в каком-то смысле хорошо, что тебя аппендицит вырезали. Там, по-моему, 2 калычевских пацана еще. 3. 3? Какие? Никулин, Кочетков и Рябченков. Оператор, 3 вас или 2? Официально. Нас 2. 2. А 3 за компанию. Так, а что вы нас не предупредили в этот раз? Что снимаете? С августа. Ну вот они говорят, с августа снимают. Да что, они до бесконечности здесь у нас будут, нет? А если я сейчас бегу, меня не поймают. Как ты это сделаешь? Ты куда побежишь? В колонну. Почему тебе так тянет убегать? Потому что мне тут не нравится. Ну, а другие смирились? Ничего. А ты? Я не хочу. Я не люблю такие законы, как тут. Проведя год в калычевском интернате, я заканчиваю съемки. С мыслями, что дети платят за грехи отцов. Отцов-убийц, матерей-алкоголиков. Это взрослые вели себя плохо, а наказывают детей. Интернатом и психушкой. Я остаюсь с чувством возмущения. Ведь взрослые думают, что у детей не болит душа. В одном помещении собраны 76 детей, переживающих горе. И горе множится и заставляет кричать и бунтовать. Их никто не утешает. А штатный психолог отвозит их за это в психушку. А что для вас является самым трудным в этой работе? Трудно. Ну, самое трудное, что для вас? Не знаю, мне как-то все я не выделял так, что ли. Ну, например, я не знаю. Самое трудное, наверное, мне документацию вести, которая нам это много, да? спускают. Да. Детей некому защитить, ведь все это с ними делают те, кто заменил им отца и мать. А психушка их наказывает их опекун, директор интерната. Это государство, наверное, психушки создали, не знаю. Чтобы детей там в психушки отправляли. Интернат, приют, вообще в детские дома. Я говорю, зачем все это создали? Она говорит, да ваши родители пьют же, пьют. А зачем тогда водку создавали? Вот тогда, если водки бы не было, они бы не пили. Мы уезжаем из Калычева. Дети в шутку бросаются на машину, но игра быстро перестает быть игрой. С нами уезжает тепло и внимание к ним, к этим обычным, хорошим детям, а они остаются в интернате.